Эти стены цитадели Брестской крепости являются немыми свидетелями трагической судьбы некогда великолепного города над Бугом. Он был полностью ликвидирован, а новое поселение расположилось за 2 километра от этих мест. Вместе с городскими постройками были упразднены практически все культовые сооружения, которых в городе было немало. Некоторые исчезли навсегда, а от некоторых остались только руины. Только такие вот ступеньки остались от некогда весьма значимого храма и величественного монастыря иезуитов в древнем Брест-Литовске. У этого католического ордена богатая история, местами трагическая, местами величественная. Увы, от нее остались только такие вот руины. Иезуиты в Брест-Литовске появились в начале 17 века, быстро приобрели популярность у местного населения и серьезных попечителей, таких известных в то время личностей, как канцлер Великого княжества Литовского Лев Сапега и его сын берестейский воевода Казимир Сапега. Они спонсировали строительство иезуитского коллегиума и костела Иисуса Христа и святого Казимира. Здесь, на этом месте, находилась когда-то солидная библиотека, в которой насчитывалось более 1700 уникальных книг. Был и свой театр, кстати, первый в Бресте. Сейчас его назвали бы студенческим. А в конце 18 века орден иезуитов стал настолько сильным и независимым, что представлял угрозу даже Ватикану. Папа Римский Климент XIV решил его ликвидировать, и в 1773 году коллегиум и костел Иисуса Христа и святого Казимира в Брест-Литовске перестали существовать. Все их имущество передали Базилианскому монастырю. Во время строительства крепости монастырские строения переделали в комендантское управление. В нем находилась резиденция императора, где постоянно останавливался Николай I во время своего посещения крепости. Впоследствии в здании иезуитского коллегиума находилось инженерное управление. Эти руины хранят память о том, что немцы во время Первой мировой войны обустроили здесь штаб главнокомандующего Восточным фронтом. А в межвоенный период, до 1939 года, здесь находился штаб 9-го округа войска польского. Первое разрушение бывшего иезуитского коллегиума произошло в сентябре 1939 года при наступлении на Брест над Бугом армейского корпуса Гудериана. Довольно сильно здание пострадало при обороне Брестской крепости в 1941 году. А в послевоенное время оно было разобрано до фундамента на строительные материалы. Теперь эти руины являются составной частью мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Здесь, на территории Волынского предместья, в середине 18 века находилась площадь. От нее расходились 2 улицы – Монастырская и Луцкая. Монастырская вела направо, а Луцкая проходила через комплекс монастырей католического ордена бернардинцев, архитектурной жемчужиной которого являлся костел женского бернардинского монастыря. В средневековом Берестье монастыри ордена бернардинцев находились настолько близко друг от друга, что мужской монастырь от женского разделял только Луцкий тракт шириной всего 6 метров. В просторечии этот проезд называли Золотыми воротами. Мужской монастырь появился в городе в начале 17 века. Его фундатором или спонсором выступил польский писатель и религиозный деятель Мартин Шишковский. Каменный костел монастыря Бернардинок был возведен только через 26 лет пребывания монашек в Брест-Литовске. Его назвали костелом непорочного зачатия Девы Марии. Храм был выполнен в модном в то время архитектурном стиле виленского барокко. В костеле проходили только службы, а монашки по-прежнему жили в деревянном монастыре и только спустя 20 лет смогли построить двухэтажное каменное здание, на 2-м этаже которого располагались 13 монашеских келей. От него остались только такие неприглядные руины. При возведении Брест-Литовской крепости бернардинские монастыри были приспособлены для нужд военного ведомства. В его корпусах сначала разместился Александровский кадетский корпус, а затем окружной военный госпиталь. Во время Первой мировой войны бывший костел непорочного зачатия сильно пострадал от пожара, и во время межвоенной Польши польские саперы его взорвали. Спальный корпус был приспособлен под столовую, а с приходом советской власти в
в 1939 году здесь находилось управление Брестского военного госпиталя. Во время Великой Отечественной войны немцы нещадно бомбили госпиталь, несмотря на то, что на его крыше располагался Красный Крест. И тем не менее, эти руины монастыря Бернардинок не являются следствием бомбежки немецкой авиации. В отличие от мужского монастыря, здание бывшего монастыря Бернардинок во время войны пострадало не сильно. В послевоенное время здесь, как и при поляках, находилась армейская столовая и склад армейской амуниции. А вот руины мужского монастыря брестчане разобрали на кирпичи. Время и людское безразличие не пощадило это некогда величественное здание монастыря Бернардинок. За 40 с лишним лет оно превратилось в такие вот руины и продолжает разрушаться. Отзвук старины глубокой уходит в небытие. Свято-Николаевский собор Брестской крепости хорошо известен, и мало кто знает, что он расположен на территории бывшего Августинского католического монастыря с костелом Святой Троицы. А ведь это первый монастырь, который появился в Древнем Берестье еще в начале 15 века. А пригласил монахов-отшельников ордена августинцев великий князь литовский Витовт. Выглядел храм приблизительно так, как изобразил его в своей фотореконструкции Александр Невар. От первого на Брестской земле монастыря не осталось и следа, и вместе с ним ушли в небытие как радостные, так и трагические события, которые он пережил за 420 лет своего существования. В Средневековье этот монастырь считался самым богатым среди августинских монастырей Великого княжества Литовского. Несмотря на это, у монахов-августинцев не было спокойной жизни. Монастырь неоднократно горел, болезненно переживал вражеские набеги и разорения. Но монахи-отшельники мужественно выдерживали все тяготы и лишения, терпеливо несли свое послушание. В начале 19 века Августинский монастырь горел дважды. Его возвели заново, но ненадолго. При строительстве Брест-Литовской крепости его упразднили и приспособили под нужды военного ведомства. В нем разместился комитет военных инженеров крепости. В 1856 году на бывшей территории монастыря августинцев началось строительство гарнизонного храма крепости Брест-Литовск, Свято-Николаевского собора. Соседствующие строения Августинского монастыря были разобраны до основания. Собор пережил Первую мировую войну, но подвергся кардинальной перестройке в польский межвоенный период. Местные власти решили переделать его в католический костел. Создавая храм святого Казимира, польский архитектор Юлиан Лисецкий постарался придать ему утраченные черты августинского костела в память о былом величии католического ордена. Во время Великой Отечественной войны храм сильно пострадал. Почти полвека простоял в полуразрушенном виде. Был отреставрирован в 2005 году в прежнем нововизантийском архитектурном стиле.